Когда мальчик Итан заблудился в африканском буше, его охватила паника и одиночество. Он ушел в кусты, надеясь на приключения, но оказался в опасной ситуации. Ближе к вечеру, когда он понял, что потерялся, ему стало страшно. Страх усилился, когда он заметил, что за ним следит лев. Итан попытался спрятаться на дереве, но животное оказалось слишком близко. Мальчик принял решение бежать, надеясь, что лев потеряет его след. Но с каждым шагом он ощущал, что хищник приближается. В панике Итан споткнулся, упал и сильно травмировал лодыжку. Когда боль немного утихла, он увидел, что прямо перед ним стоит самка льва. Она не нападала, а просто начала лизать его лицо, что еще больше озадачило Итана. Туристы в лагере предупреждали, что дикие животные могут быть опасны, и Итан не знал, как себя вести. Но львица не выглядела агрессивно. Она продолжала его толкать и ласкать, как будто пытаясь помочь. Мальчик заметил, что она что-то от него хочет, возможно, чтобы он следовал за ней. Он решил рискнуть и медленно встал на поврежденную ногу, следуя за львом. Несмотря на боль, Итан продолжал идти, опираясь на палку и пытаясь держаться за львицей, которая двигалась довольно медленно. Мальчик надеялся, что она приведет его к спасению. В какой-то момент он услышал шум воды и понял, что добрался к источнику. Он с облегчением напился, ощущая, что его жажда почти невыносима. Но когда Итан стал пить, львица сидела рядом, внимательно наблюдая за ним. Он начал чувствовать, что в каком-то смысле она его охраняет, не позволяя другим животным подойти слишком близко. В этот момент мальчик услышал вдалеке крики, и его сердце затрепетало. Он начал звать на помощь, надеясь, что кто-то услышит. Львица начала нервничать и издавала низкие рычания, пытаясь увести Итана подальше от людей. Однако, когда мальчик услышал голос своего отца, его надежда окрепла. Он снова громко закричал, пытаясь привлечь внимание. Охотники из лагеря и его отец ринулись к нему, но львица, почувствовав угрозу, встала перед мальчиком и попыталась его защитить. Она пыталась оттолкнуть его от приближающихся людей и даже укусила его за рубашку, чтобы оттащить его подальше от опасности. Итан пытался вырваться, но в тот момент группа пробилась через кусты. Когда они наконец увидели, что мальчик жив, шок у отца был неимоверным. Он схватил Итана и поспешил унести его в безопасное место. Львица, не показывая агрессии, просто сидела и наблюдала за этим. Охотники, осознавая, что ситуация может перерасти в конфликт, держались на расстоянии, готовые вмешаться, если нужно. Когда Итан был на руках у отца, львица все еще оставалась рядом, словно защищая его. Она следовала за ними до самого лагеря, не пытаясь убежать. Мальчик, осознавая, что эта кошка спасла ему жизнь, поблагодарил ее, поняв, что она сделала все возможное, чтобы защитить его. После этого происшествия Итан и его семья покинули Африку, но этот случай остался в его памяти на всю жизнь. Он стал рассказывать свою невероятную историю всем, кто готов был слушать. Как бы вы отреагировали, если бы увидели, как вас защищает лев? Дайте нам знать, что вы думаете, в комментариях ниже. Спасибо за внимание.